Когда маленькому Хэнку впервые дали подержать на руках его младшую сестренку, его совершенно не волновало, что он белый, а она черная. Однако, что его действительно заинтересовало, так это странная вещь, которую он заметил у нее на руке. Когда он пригляделся повнимательнее, он сделал поразительное открытие. Джейсон и Эмма безуспешно пытались зачать ребенка в течение почти 10 лет и в конце концов приняли решение усыновить его. Агентство по усыновлению считало эту пару идеальными родителями, и когда родился Хэнк и его отдали на усыновление, с ними сразу же связались, чтобы познакомить с драгоценным мальчиком, который станет их сыном. Следующие 6 лет вся жизнь была посвящена воспитанию Хэнка. Мальчик с ярко-голубыми глазами и темными вьющимися волосами был очень похож на Джейсона. Поэтому только те, кто близко знал семью, знали, что это их приемный сын. С годами семья процветала. Джейсон и Эмма были бы довольны своей жизнью, если бы маленький Хэнк не начал приставать к ним с просьбами завести собственного младшего брата или сестру. Супруги все еще обдумывали просьбу своего драгоценного сына о брате или сестренке, когда однажды ближе к вечеру у них неожиданно зазвонил телефон. Агентство по усыновлению сочло необходимым сообщить им, что есть молодая девушка, которая находится на последнем триместре беременности и хотела бы отдать ребенка на усыновление, если они будут заинтересованы в этом. На следующий день они должны были встретиться, чтобы обсудить все детали. В сердцах любящих родителей не было никаких колебаний. Казалось, что ответ на их вопрос был получен еще до того, как они успели взвесить все «за» и «против». Когда они рассказали Хэнку о своей перспективе, его волнение и радость скрепили сделку. Независимо от обстоятельств и от того, был ли это мальчик или девочка, они были готовы усыновить еще одного ребенка. На следующее утро, ожидая встречи с социальным работником, Джейсон и Эмма были нервно возбуждены. Они понимали, что обстоятельства, связанные с рождением их ребенка, могут быть не идеальными, и часто были определенные особенности в воспитании детей, которые могли немного усложнить процесс усыновления, но они были готовы справиться со всем, что бы ни преподнесла им жизнь. Семья из 3 человек была рада, что их стало 4. Шерон Андерсон открыла файл после того, как расспросила о Хэнке и его семье. Социальный работник объяснила, что девочка все еще училась в школе, и когда она забеременела, ее родители были в ярости на нее, так как она очень долго скрывала от них свой растущий бугорок. Девочка хотела отдать ребенка на усыновление, но ее мать хотела, чтобы она оставила ребенка и воспитывала его в своем семейном доме, поскольку обстоятельства в семье были далеко не идеальными. Девочка настояла на своем решении. В результате мать выгнала ее из дома. До родов она жила в безопасном доме. Несмотря на то, что беременность протекала в тяжелых условиях, пара чувствовала себя счастливой, получив возможность расширить свою семью. Однако, прежде чем принять окончательное решение, необходимо было обсудить еще несколько фактов. Биологическая мать хотела отказаться от всех прав на ребенка и никогда в будущем не вступать с ним в контакт. Во-первых, приемные родители должны были согласиться, что они никогда не будут пытаться найти биологическую мать или поддерживать какие-либо контакты с ней или ее семьей. Хотя эти условия были немного жесткими, и Эмма, и Джейсон были готовы их соблюдать. Затем социальному работнику пришлось решать последний аспект усыновления. Она должна была сообщить паре, что девочка действительно будет чернокожей. Несмотря на то, что это открытие было немного шокирующим и неожиданным, они без колебаний сделали следующий шаг. Пара хотела усыновить маленькую девочку, даже если она будет выглядеть совершенно не так, как ее родители и младший брат. Они были готовы поставить подпись на пунктирной линии, чтобы официально оформить свое намерение усыновить. Хорошей новостью было то, что ребенок должен был родиться примерно через 3 недели. Поэтому супругам было настоятельно рекомендовано подготовить сына к появлению у него новой сестры. Видя, что он был в центре внимания в течение последних 6 лет,
Социальный работник подумал, что у него могут возникнуть трудности с адаптацией к мысли о том, что у него есть брат или сестра. Джейсон и Эмма не ожидали никакого сопротивления, но были достаточно мудры, чтобы понимать, что подготовка – отличная идея. Как и ожидалось, маленький Хэнк был на 7-м небе от счастья, что у него наконец-то появится брат или сестра. Его родители сочли разумным сообщить ему, что его новая сестра будет чернокожей, но, похоже, эта мысль его совсем не беспокоила. Он внес свой вклад в обустройство детской комнаты и даже был готов пожертвовать некоторыми из своих любимых игрушек, чтобы поприветствовать сестру в их жизни. Когда поступил звонок о том, что у молодой женщины начались схватки, супругов попросили быть наготове, поскольку их попросят принять девочку, как только она родится. С этого момента семья была на взводе. Они не могли делать ничего другого, так как их мысли были заняты ожиданием. Эмма оставалась в больнице на день или два с нашей новорожденной девочкой, просто чтобы убедиться, что все в порядке. Момент, когда Джой оказалась в объятиях Эммы, был горько-сладким. Джейсон и Хэнк были рядом с ней, и все были потрясены этим моментом. Они знали, что их малышка вот-вот навсегда распрощается с женщиной, которая произвела ее на свет. Но в то же время они знали, что подарят ей самую лучшую жизнь, которую она когда-либо могла бы прожить в приемной семье. После того, как вся семья почти 2 часа возилась с малышом, Джейсону и Хэнку пришло время отправляться домой. Они поцеловали маму и младшую сестренку в лоб и пообещали вернуться на следующий день, чтобы навестить их. От всех этих эмоций и волнения Эмма крепко заснула, а ее малышка лежала рядом с ее кроватью. Медсестры приходили и уходили, и в основном Эмма не замечала, кто входит в палату и кто выходит из нее. Она не реагировала ни на какие звуки, за исключением тех случаев, когда Джой требовалось внимание. Она забыла, как утомительно ухаживать за новорожденным, но ее сердце переполняла радость. На следующее утро, в часы посещений, Хэнку не терпелось взять на руки малышку Джой. Его родители плотно завернули крошечный сверток в одеяльце и передали его ему. Он держал свою младшую сестренку на руках, сидя на стуле. Эмма была поражена тем, с какой заботой ее сын относился к малышке. Также было ясно, что он не возражал против того, что Джой была чернокожей. Когда Джой заплакала, родители хотели вмешаться, но Хэнк начал укачивать свою младшую сестру на руках, и она сразу же начала успокаиваться. Казалось, что она тоже была немного теплой, и Хэнк начал разворачивать одеяло под присмотром родителей, но тут старший брат заметил что-то странное и неожиданное на руке своей младшей сестры. «Смотри, папа, что это за штука на руке у Джой?» Мальчик был близок к тому, чтобы сделать поразительное открытие. История. Джейсон увидел большой пластырь и уже собирался отмахнуться от него, как от раны от укола, когда заметил какой-то металлический предмет, выступающий из-под него. При ближайшем рассмотрении он наткнулся на небольшое устройство, напоминающее микрочип. Эмма и Джейсон переглянулись. Они были глубоко обеспокоены тем, что происходит что-то зловещее. Пока пара все еще размышляла, что делать, приехала Шерон Андерсон. Оставалось подписать несколько заключительных документов, прежде чем Эмму и ребенка выпишут из больницы. Джой чувствовала себя прекрасно и была готова отправиться домой, но когда они рассказали Шерон о странном предмете на руке ребенка, она была в равной степени обеспокоена тем, что обнаружила пара. Шерон попросила Эмму и Хэнка остаться с ребенком. Она похвалила Хэнка за то, что он такой наблюдательный мальчик, сказав ему, что знает, что он будет лучшим защитником своей сестры на всю жизнь. Затем она попросила Джейсона сопровождать ее, чтобы посмотреть, не смогут ли они получить какую-либо информацию из записей с камер наблюдения в больнице. Просматривая записи с камер наблюдения, они увидели изображение чернокожей женщины, стоявшей у двери Эммы прошлой ночью. Она так и не посмотрела в камеру. Позже подошла медсестра, и чернокожая женщина протянула ей что-то маленькое, похожее на конверт. Медсестра вошла в палату
и через несколько минут вышла, исчезнув в коридоре. Потребовалось провести тщательное расследование, чтобы выяснить, кто была эта медсестра. К счастью, личность женщины была установлена быстро. Социальный работник счел разумным привлечь полицию, чтобы выяснить, что произошло накануне вечером и для чего понадобилось устройство с микрочипом. Медсестра должна была вернуться к работе в вечернюю смену, и тогда ее ждала бы полиция. Эмму и Джой отпустили из больницы, а Джейсона попросили отвезти свою семью домой, при этом внимательно следя за тем, чтобы за ними никто не следил. Сотрудник полиции пообещал связаться с ними на следующий день, чтобы сообщить, когда медсестра будет задержана и допрошена. В тот вечер Эмма и Джейсон с трудом могли уснуть. Хэнк не был готов отпустить сестру, поэтому вся семья устроилась на одной кровати. Когда ранние утренние лучи солнца показались из-за горизонта, Эмма впервые задремала, но через несколько минут ее разбудил звонок мобильного телефона Джейсона. Это был тот самый полицейский, с которым она встречалась накануне. То, что он собирался рассказать, казалось сценой из фильма в жанре саспенса. Вы не поверите, что произошло. Как только мы загнали медсестру в угол и показали ей запись с камеры, она запела как канарейка, сказал офицер. Она призналась во всем. Именно она прикрепила странное устройство с микрочипом к руке Джой. Она пыталась скрыть это с помощью лейкопластыря. Чип действительно был небольшим устройством слежения. По спине Джейсона и Эммы пробежал холодок, когда офицер продолжил говорить. Медсестра, казалось, испугалась, но затем призналась, что чернокожая женщина в коридоре была биологической бабушкой ребенка. Она подошла к ней и сказала, как отчаянно хочет встретиться со своим внуком. Медсестра отнеслась с пониманием к ее делу, тем более, что ей заплатили крупную сумму денег за то, чтобы она установила устройство слежения на своего внука там, где его было бы нелегко обнаружить. Если бы не зоркий глаз Хэнка, они бы забрали свою малышку домой, и бабушка смогла бы проследить за семьей. Бабушка по-прежнему была против усыновления и планировала, чтобы кто-нибудь проследил за малышкой до дома, чтобы получить их личные данные. Она также планировала украсть ребенка из его приемной семьи в недалеком будущем. Кто бы мог подумать, что невинной семье с добрыми намерениями придется пережить такие потрясения, в то время как их единственным желанием было стать благословением. Хотя Джеймс и Эмма сочувствовали бабушке, теперь это была их малышка, которую они должны были защищать и растить. Они были бесконечно благодарны за то, что заговор был раскрыт и что они смогли сохранить свою личность в тайне. Больше всего они были благодарны за то, что их сын оказался достаточно наблюдательным, чтобы заметить металлический предмет на руке своей сестры. Ему было всего 6 лет, но он уже был героем и защитником своей сестры. Какая шокирующая история! Испытываете ли вы хоть какое-то сочувствие к бабушке? Стали бы вы выдвигать обвинения против нее или медсестры? Расскажите нам в комментариях ниже.